Автовоз, и сегодня я хочу вас познакомить с очень интересным парнем. Это Данил Дрогин. Всем привет. Он делает очень крутые кастомные багажники, и сегодня мы вам покажем новую модель. Даня, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к Rack Building и почему такое интересное название «Гиацинт». Пришел я к этому, если говорить прямо, по совету своего бати. А Гиацинт, так как группа The Doors моя любимая, я являюсь их фанатом уже продолжительное время. Когда встал вопрос о названии, я совсем уже устал от этих сложностей выбора. Решил открыть альбом и просто пальцем ткнул, ага, Гиацинт Хаус. И типа думаю, ладно. Вот. Хотя я знаю, что люди читают это название совсем по-другому, но меня это на данный момент уже перестало пугать, а наоборот, я думаю, что теперь это фишка. Ну да, я считаю, что это такая фишка, потому что когда ты читаешь первый раз название, оно звучит очень знакомо, как будто кто-то багажники эти хуйчат. Да. Ну а сегодня у нас действительно новая модель, и сейчас Данил расскажет вам о этом багажнике, в чем его суть. Новая модель — это площадка 25 на 25 сантиметров с возможностью установок боковых рамок, если планируется использование для туринга. В городе сумки возить не всегда нужно, поэтому ноги можно снять и установить просто прямые стойки, как на первой модели. Боковушек можно будет установить перемычку сверху, полностью избавившись от необходимости использования верхней площадки. Расскажи, пожалуйста, нам по материалам, какие конкретно ты материалы используешь и какие нагрузки может выдерживать. В производстве используется труба диаметром 8 мм с толщиной стенки 1. Особенностью нового багажника является использование нержавеющей стали 304 пищевой. Это значит, что сталь со временем не окисляется, не портит внешнего вида. Исключение может составлять только то, что полировка со временем может потускнеть. Вес, который способен выдержать багажник в полной загрузке, составляет 25 килограмм. Но я думаю, 25 килограмм это достаточный вес для того, чтобы загрузить велик. По большому счету, на самом-то деле, я в пакинге в Карпатах столько веса не брал. И вряд ли кто-то будет вообще загружать велик дополнительно на 25 килограмм. Поэтому запаса прочности схватит с лихвой. Также можно снять боковые рамки и установить вместо них такие вот две лапки, ножки, как на первой модели, что существенно снизит вес в условии использования багажника в городе. И существует также вариант с демонтажом верхней площадки и установки перемычки багажника сверху, как на... Как лоурайдер. Да, как лоурайдер. В общем, по сути, это багажник-трансформер, то есть это стандартный туринговый багажник с площадкой. Кроме того, это просто лоурайдер багажник. И это городской багажник с просто площадкой сверху, без боковушек. Да, обычный пицца-рэк. Штука очень универсальная, очень прикольная, и мне очень даже нравится. То есть на такие велики, как Fairdale Nomad, например, просто идеально становится. Ну и, конечно же, на сальсу вот вообще красота. Из украинских рэк-билдеров ничего подобного не видел. И по качеству, и по функционалу, и по внешнему виду, по дизайну. Первая модель, которая сейчас выпущена, она вот в таком полированном цвете. Возможно, Данил будет делать черный. Черный текстурный мат. Так, ну а вверху у нас выезжает сейчас голосование. Можно выбрать, в каком цвете вы хотите видеть эти багажники. Или это будет полированный, вот такой, как сейчас. Либо это будет черный мат структурный, такой боевой мужской цвет, который, в принципе, подойдет абсолютно под любой цвет велосипеда. Дань, скажи, пожалуйста, что по весу в полной комплектации? Полная комплектация весит 1080 грамм при наличии краски. Я так понимаю, порошком красится? Порошковая, да. Да, порошковая краска, которая сама по себе достаточно тяжелая. Без покраски будет вес, естественно, меньше. Ну и в каждой модификации этого багажника, когда он идет с платформой, только без боковых рамок, либо с боковыми рамками, только как лоурайдеры,
само собой будет вес меньше. Минимальный вес достигается при использовании верхней площадки и ног, соответственно, без использования боковых рамок. Насколько я могу предположить, вес будет раза в 2 меньше, потому что боковые рамки все-таки имеют основную часть металла в себе. Ну а сейчас мы взвесим отдельно, наверное, платформу и покажем вам реально на весах, сколько весит багажник, сколько весит отдельно ноги и платформа. Итак, друзья, сейчас мы взвесим багажник в полной комплектации. Вот на таких кантерных весах поднимаем. Вот, мы делаем заключение, что полностью во всей комплектации багажник весит 1100 грамм. 1100 грамм. В принципе, как мы и говорили. Просто добавилась вот эта вот штучка. И перемычки, а Данил взвешивал до этого без перемычек. А теперь взвешиваем в режиме Pizza-Rack. Ну и в модификации Pizza-Rack всего лишь 510 грамм. В общем, как мы и говорили, половина веса весят рамки. Если вам понравились эти багажники, их можно будет заказать либо у Данила лично, через соцсети, через тот же Instagram, либо, возможно, через Facebook, как будет удобнее, ссылочка будет внизу в описании. Ну и, конечно же, у нас в магазине первый магазин в Украине, который будет продавать эти багажники. И в ближайшее время ожидаем поставки черных и полированных багажников. В общем, ребята, если вам понравился этот видос, поддержите рэк-билдеров пальцем вверх. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну и до новых встреч. Всем пока. Пока.